нам нужно быстрее уехать. Ты что, не мужик? Голова перестает работать. Ты не хочешь уезжать. Я пойду. Вернулись в Россию. Гуляю сегодня по Нови-Саду, пока дочь у меня ходит на занятиях, и хочется опять с тобой, ладошка, обсудить ряд каких-то интересных тем, мне непонятных, да, может, ты мне расскажешь, как бы, что происходит вообще в этой жизни, и почему до сих пор люди в современной России, особенно мужики, по крайней мере, окружение, которое я знаю, до сих пор придерживается каким-то идиотическим принципам. И исходя из этого, из этих идиотических принципов, я понимаю, что в принципе вся риторика, которую нам вещает голова страны, она в принципе вот вся как-то завязана между собой. Я могу поделиться с тобой как бы информацией только от себя, да, что было со мной. И, соответственно, исходя из этого, сделать какие-то выводы. На тот момент, когда жена моя, переживающая за то, что я военно обязанный, она приняла решение, что нам нужно на данный момент как бы быстрее уехать. По причине того, что никто не знает, что будет завтра, как это повернется, закроют, не закроют, призовут, не призовут, всех потащат, не всех потащат. Я как-то в прошлом видео говорил, что у меня из друзей и знакомых практически никто не служил. Я, конечно, забыл одного персонажа. Пашок, прости, я тебя забыл, а в целом больше никто. И при этом, общаясь с людьми, пересекаешься ты с ними по каким-то там бизнес-процессам или друзей и знакомых. Как всегда, там встреча в четверг, в пятницу в пабе, в баре. И какая главная тема? Братиш, братуль, я тебя люблю. Спасибо, братан. Ради тебя все, что угодно. Но помимо того, что для меня, в принципе, знаете, даже шутя какие-то слова типа «я тебя люблю», понятно, что это все как бы такая игра. Я из всех парней, с которыми я общался, я даже, наверное, толстому не говорил. Хотя не могу вспомнить, но если это был, то это был, наверное, только он. Откуда пошел этот братишка-братуля? Это же все от братков, от бандитов 90-х, да, все вот это вот. Братиш, братуля, братан. Не предупредил о том своих коллег по опасному бизнесу. И оттуда начинается вся вот эта история про то, что ты что зассал. Давай теперь посмотрим, какой ты герой. Или зассал. Ты что, не мужик? А что ты там это? А что ты то? И вот это вот все какие-то такие дешевые понторезовские наезды. Каждый раз, когда ты что-то не хочешь, например, делать, да, и общаешься в каком-то мужском коллективе, тебе вот начинает вот это вот на слабо брать. Мне после армии вообще эта тема была как-то уже не близка. Мне все равно было на это. А ты что там? Ты что, не мужик? А ты что, блин, это сделать не можешь? Ты что там? Девочка, а помните еще эта деталь была в фильме «Назад в будущее», что он все время велся на то, когда его называли Chicken. Chicken? What's wrong, McFly? Chicken? What did you call me, Griff? Chicken! McFly! Nobody calls me Chicken. И он сразу: чё, я Chicken? Да я тебе сейчас как покажу, по мордасам надаю, я же мужик. Даже вот вспоминаю недавно посмотревшее я интервью с Русланом Белым, который рассказывает, что вот он взрослеет, он понимает, что у него меняются какие-то взгляды, он становится там более спокойным, еще каким-то. У него, правда, нету детей, но когда у мужика появляется семья, там, жена, женщина, у них появляются дети, он в этот момент мужик или не мужик? Он все-таки обеспечивает семью, строит какие-то планы на будущее, устраивает детей, воспитывает детей. Сейчас не будем трогать моменты, кто как воспитывает, кто там садист, не садист, но в целом-то
Это же такой ответственный поступок. То есть ты берешь на себя ответственность за то, что ты делаешь. Родил ребенка, посадил дерево, построил дом. То есть, в принципе, все такие планы, цели, которые тебе всегда озвучивало общество. Ну и что получается? Когда в итоге мы поехали, конечно, мне братиши написали, что я никуда не побегу. А если меня позовут, если надо будет, я пойду. Удивительная история, да, все в итоге получается, что он даже вот эту идиотскую службу не проходил, не отдал как бы долг, как говорится, родине. Я, может быть, тоже бы не ходил, но уж так получилось, что я туда попал. Но при этом, как бы, имея детей, жену, они, значит, собираются куда-то идти и кого-то защищать. И отличная тема, которая началась именно сейчас, если вы следите за новостями российскими и пропагандой, которую начинают втирать. Ты об этом мечтал, ты мужик или не мужик, ты работаешь охранником, ты как бы работаешь таксистом, ты работаешь в спортзале. Но если человек изначально туда пошел работать, значит, видимо, его это устраивает. Почему он вдруг должен захотеть идти и кого-то убивать? И странно, что люди, которые продолжают находиться в РФ, я вот даже условно знаю тех, кто был на каком-то распутье, да, они там рассказывали поначалу все эти лозунги пропагандистов, что сейчас у них тоже меняется риторика. Они начинают все больше и больше поддерживать операцию условно и выкрикивать, рассказывать тебе какие-то доводы, которые тебе рассказывают нам с телевизора. Там все про 8 лет, что там кто-то зиговал, что там кто-то когда-то кричал. Голова перестает работать у людей. Значит, люди, братуш, значит, я тебя люблю или всякое подобное прочее, да, словами там накидаться. Как ты к ним обратишься за помощью сразу, уже не братиш, не братуш, и как бы помощи никакой нету. Все ушло. Когда, значит, разошлись взгляды, то тоже, опять же, ты не братиш, не братуш. И эта история с мужиками, опять же, непонятно. Братиш-братуш является мужиком или нет? Если вот он до сих пор не пошел умереть за одного дедушку. Хотя, в принципе, говорит, что надо будет, он пойдет. А до сих пор не пошел. А когда будет надо-то? Когда что случится? Просто для чего, опять же, такие эти все фразы? Надо будет, я пойду, а до сих пор не пошел. Итогом у меня просто один вопрос к тебе, Ладошка. Скажи мне, вот как бы в то время, когда уже столько лет все братиш-братуш, значит, мирное время, все думали только о деньгах. Неважно, делали они ничего для общества или нет, или просто себе в карман клали. Как бы суть тут немного не в этом. Вопрос о том, что вот сейчас стали нам рассказывать, что вот эта семья, вот эти работы, которые люди работали, мужики в основном, да, что теперь, оказывается, это вообще не мужское дело. Что мужское дело это только ходить в форме. Это мужское дело, как ты думаешь? И опять же, странная история, что если вот эта некая власть, которая сейчас это все начинает пропагандировать, то что-то кажется, что они как-то опоздали. Надо было с этого начинать еще до того, как все случилось. Там, я не знаю, 5 лет вводить пропаганду, чтобы все не хотели идти работать охранниками и таксистами, а хотели идти служить. Набрали бы кучу народу, и тогда бы, может быть, двинули. Для меня вообще вот этот весь разговор, он настолько странный, потому что это какая-то граница абсурда с идиотизмом. Поэтому для меня вообще вся эта тема, она очень странная. С этими мужиками, с этими военными, с этими братишами. Мне непонятно просто абсурдность вообще всего происходящего. Нелепые аргументы о том, что кто-то где-то там что-то кричал, кто-то что-то там делал. Такое ощущение, что больше нигде в мире никто ничего не кричит. Но они кричали там у себя. Какая вам нахрен разница? Следите за собой, будьте осторожны. У вас, половина главы управления страны, все где-то там что-то только не делали, и никого это не переживало. А именно эта история где-то там, в чужой стране, за сотни километров, это так всех взволновало, да? Где ваша голова была все эти 8 лет? Или даже, 20 лет? Где она была раньше-то? Почему раньше-то это так не беспокоило? Почему это именно сейчас является неким каким-то оправданием вообще ситуации? Мне непонятно. Почему все, кто хотят идти, они не идут? Чего они там все ждут? Почему та же верхушка, которая нам рассказывает, что типа надо идти и умирать там за деда, почему они на себе не показывают пример? Где пример это? И просто самые элементарные вопросы, на которые просто нет ответов. Вы идите умрите, а мы будем здесь продолжать как бы бабло хапать. Это очевидные вещи, которые просто на виду. И люди не хотят их видеть. И, конечно, самое грустное, когда
это все дело поддерживают, конечно же, женщины, потому что это же их сыновья должны туда пойти и погибнуть непонятно зачем, непонятно для чего. И грустно, что на протяжении уже стольких лет, когда вроде как официально мы не наблюдаем в стране России рэкета, да, как такового, как бы всех условно поджал под себя ФСБ, ФСО, они теперь этим занимаются. Но, по крайней мере, ты можешь как бы начинать какой-то бизнес и спокойно, что к тебе завтра никто там не придет. Отлично, но вся вот эта бандитская тема, которая осталась как бы в умах правителей российских, и вот эта тема, как брать на слабо, ты что, не мужик? Ты что, нет? Я честно не понимаю, как вообще хватает фантазии на это давить. И параллельно они вам показывают, да, что если что-то не так, мы вас, значит, в тюрьму, в жопу уже не мужик, потому что тюрьма у нас это исправительное же учреждение, где тебя будут насиловать палками люди, которые вроде как получают зарплаты с твоих налогов, и они тебя же полностью уничтожают в тюрьме. А другие тебя туда сажают, подкидывая тебе какую-то наркоту, либо придумывая какие-то дела. Суды тебе сразу все это в кучу намешивают. И когда ты вообще весь этот абсурд видишь, хорошо, ты можешь оставаться в стране, потому что, ну, ты не знаешь языка, ты не знаешь, что тебе делать в другой стране, ну, ты не хочешь уезжать. Но ты же понимаешь, что твоим детям достанется здесь жить. И самое страшное, что этих мужиков, работающих в органах, их выбирают какие-то женщины, они рожают от них детей, и эти дети будут здесь жить. Ладошка, тема какая сегодня грустная у нас с тобой вообще. И понятно, что в погоне за баблом все пропагандисты, которые остались, ну, сейчас даже нету желания их оправдывать. Могли они уехать, не могли они уехать, могли они там все бросить или за ними бы пришли. Это совершенно сейчас уже неинтересно и не важно. Остались за баблом, потеряли свое будущее, скорее всего, своих детей тоже, потому что рано или поздно какая-то власть сменится, несмотря на то, что они хотят ее оставить также в своих руках, да. Мне вот вчера сказали, я просто стараюсь политику прям не смотреть, мне говорят, что там сына кого-то из военных, да, приближенных деда хотят поставить, а сыновья других приближенных не обидятся, что их не сделали туда верхушкой. И это опять говорит о том, что никаких выборов, никакой условно свободы не будет, ни СМИ, ничего. Будут они закрывать YouTube или не будет, тоже нет. И тут просто хочется опять же вспомнить Илью Яшина и Навального, которые, да, окей, вот вы нам пишете там в комментариях, люди новые появляются и пишут, что вот он там в истории останется, отлично, но они бы сейчас были нужны здесь и хоть каким-то способом, я не знаю каким, я не знаю, как бы повернулась ситуация, если бы они не сели, но, по крайней мере, она была бы живая какая-то ситуация. Эти люди бы как-то, ну, хоть как-то говорили бы. Что там сейчас с Алексеем будет, блин, хрен знает. Я про Яшина вообще ничего не знаю. Он, конечно, не такая, условно, большая фигура, как Навальный, но и для нас, уехавших, и для адекватных людей, которые остались, конечно, грустно слышать такие вещи, что вот у нас знакомая подала на грин-карту, потому что у нее 2 детей, и она понимает, что как бы перспектива развития учебного процесса и всякой пропаганды в умах населения, она будет только усиливаться, и в ближайшие там 10-20 лет она точно в лучшую сторону не изменится, поэтому все, конечно, такие оптимистичные взгляды Соловья, того же там, или Кац говорит, что вот мы сейчас, как бы, самое главное сменить верхушку и как бы быстро со всеми договоримся, все перемирится. Я вот прям вообще не верю. Люди, которые настроены, которые вот так вот топят за это все, вон там что, Игорь Иванович какой-то там распад создает, да. То есть, если он создает некий распад, да, это Белковский там юморил, как-нибудь там Российская партия обиженных патриотов, что ли, как-то они там так называются, или расстроенных патриотов, сокращенно распад. То есть, значит, эту тему люди поддерживают, и поддерживают в большом количестве, и не только в Москве, да, и в других городах. Может быть, Москва, она вообще как бы меньше в теме, потому что все там постоянно суетятся, бегают в работе, и так оказалось, тут у нас человек знакомый, фотограф, то есть он в Москве живет, у него дети, мама. Я его спрашиваю, ты слышал вообще вот то, что там они придумали с электронными повестками?
Нет, говорит, я вообще не слышал, я не в зуб ногой. А на тот момент уже 2 недели как прошло, а он не слышал. И я полагаю, что еще дофига таких людей, которые не слышали и вообще не знают. И просто случится так, что даже наши друзья, знакомые, которые остались, вдруг они соберутся куда-то поехать, а окажется на пограничном контроле, что ему приходила какая-нибудь повесточка, он на нее не отреагировал, ему запретили выезд, и теперь он останется внутри страны, и, может быть, даже его сразу заберут в поле. Кто знает, как они будут развивать эту тему. И как я вам говорю, вот нам тут даже под старые видео продолжают писать какие-то комменты. И сегодня вот нам написали про Яшина, что типа встает в ряду великих, как я сегодня уже эту историю поднимал. И что касается вот менталитета русского человека. Говорит, по поводу возвращенцев. У меня довольно много знакомых получили ВНЖ или даже гражданство в разных странах первого мира, вернулись в Россию. Но это довольно специфический контингент, когда в России ты король, а в Европе, Канаде, США и других странах, куда они, значит, уехали и откуда вернулись, просто какой-то иностранный чувак с деньгами. И некоторым начинает недоставать этого самого ощущения превосходства над окружающими. Понимаете? Вот в чем как бы суть вот этого имперства и какого-то все время российский человек должен все время кого-то унизить. Вот это вот у меня денег больше, плюнуть кому-нибудь в харю, там, я не знаю. Ты иностранный человек с деньгами, некоторым начинает недоставать этого ощущения. В оправдании могу сказать, что все эти истории случались, конечно же, до войны. За последний год, естественно, никто не ломанулся обратно, сам живет в Белграде и возвращаться не планировал с самого начала, оставляя такую гипотетическую опцию только на сказочный вариант. Когда на родине сменится не только власть на нормальную, но и мировоззрение населения. Но вы же сами понимаете, что для того, чтобы сменилось мировоззрение, это должно пройти не одно поколение. Да, если вот условно мы видим кучу интервью у молодых ребят, которые уже даже боятся отвечать. Они говорят, ну вы же сами понимаете, меня посадят там или еще что-то. Это вот там Навальный лайв бегает по Москве и берет там интервью. И они говорят, да вы что? И параллельно мальчики, девочки говорят, а я другой власти не видел. Я вот родилась там при Путине, я при нем, собственно, и живу. И как у них может измениться менталитет? Они как бы вообще не знают других вариантов. Поэтому до тех пор, пока такая риторика, полностью замешанная на всякой вот этой уголовной фигне, братиш, братуля, а тебе слабо, а ты мужик, не мужик, ничего не изменится ни в правительстве, ни в головах людей, особенно которые настолько подвержены пропаганде. На этой оптимистичной ноте я с вами прощаюсь. Мои запрещенные разговоры на сегодня подошли к концу, потому что тема для меня, конечно, не особо приятная. Все, всем пока, ладошка, пока тебе. Вспомнил еще одну деталь, с которой я абсолютно согласен, про которую говорил Руслан Белый в своем интервью Гордеевой. Говорит, странная история, да, вот в 90-х годах они, короче, такие, всех убивали, бегали направо-налево, денег наворовали, а потом, что, церквей понастроили, и им, типа, все простилось, да? Типа, это все так работает. Типа, братаны-братишки, они все еще такие набожные. У меня вот знакомый, который занимается там этими делами, он все время крестится. Вот он в церковь приезжает, крестится, а потом идет и кому-нибудь по мордасам надает. Берете этот чемодан и везете его к лоеру. Кому? Адвокат по-английски. О, спасибо тебе. А в чемодане что? В чемодан... Слушай, Владенька, а тебе таблеточку давали? Да. Моя цыпа. В чемодане, Сережа, деньги. Эти деньги ты меняешь на героин и везешь его сюда. Все понял? Справитесь? Конечно, справится, что такого-то? А как же мне не спрашивать, Сережа? Когда вам, балбесам, ничего не стоит испоганить любое стопроцентное дело.